Исторически бездомность была постоянной проблемой, которая шла рука об руку с бедностью, нищетой и экономическим кризисом. В настоящее время приюты для бездомных являются широко распространенной социальной структурой, и многие неправительственные организации и государственные программы во всем мире пытаются облегчить жизнь бедным и нуждающимся. Индустриализация была одной из причин резкого роста бездомного населения. Частично проблема заключалась в том, что для размещения железной дороги приходилось сносить кварталы. Это привело к уменьшению количества домов, вызывало скопление людей в других районах и подняло арендную плату. Кроме того, в Лондон в поисках работы стекались рабочие из других городов. Работа, которую они брали, давала им деньги, но одновременно с этим рабочие создавали еще больший спрос на жилье и вызывали дальнейший рост арендной платы, в результате чего некоторые рабочие лишились возможности позволить себе жилье. Бездомных в Великобритании старались не замечать до второй половины XIX века. У кого не было дома, отправлялись на набережную, чтобы занять место на скамейке. По лондонским законам отдыхать ночью на улице разрешалось, но уличенных в сне патруль должен был сгонять с места, чтобы они якобы не замерзли. В 1865 году британский священник Уильям Бут создал Евангелийскую христианскую ассоциацию Возрождения, позднее переименованную в Армию спасения, благотворительную организацию, которая работает по сей день. Именно она начала открывать в Лондоне, а затем и по всей Великобритании ночлежки для бездомных. Ночлежки Армии спасения позволяли отдохнуть в безопасности и тепле. Правда, были они не бесплатные, а степень комфорта зависела от суммы, имеющейся в кармане. Писатель Джордж Оруэлл подробно описал их в книге «Фунты лиха в Париже и Лондоне». За одно пенни человеку давали еду, обычно чай и немного хлеба. И можно было посидеть на скамейке в теплом помещении, но ложиться на скамейку и спать не разрешалось. Служащие ночлежки строго следили за соблюдением этих правил и нещадно будили нарушителей. Бездомных чаще всего сажали на длинную лавку и натягивали перед ними веревку, на которую можно было опереться и повиснуть. Сложно сказать, удавалось ли поспать бездомным, но выбора у них не было. Некоторые пытались использовать вместо подушки сложенное пальто или куртку, но чаще всего люди спали стоя или сидя, перекинувшись через эту сомнительную опору. А в 5 утра по помещению проходил специальный человек и либо тряс веревки, либо отвязывал их, выгоняя всех на улицу. Приют получил название «Четырехпенсовый гроб», потому что его спальные помещения состояли из ряда гробовидных кроватей. Так за 4 пенса можно было получить еду и расположиться в деревянном ящике и укрыться брезентом. Жестко, холодно, клопы, но по сравнению с 2-пенсовым подвесом роскошно. Это был самый дешевый вариант, который позволял лечь на спину и подремать, не боясь промокнуть, замерзнуть или упасть. Счастливчики, у которых было отложено 7 пенсов, могли переночевать на кровати. Пусть узкой, с ужасно твердым матрасом и накидкой вместо одеяла, но все же кровать. За шиллинг вовсе выдавался люкс – отгороженный спальный отсек и возможность воспользоваться ванной комнатой. В середине 20 века государство начало предоставлять нуждающимся койки бесплатно, и эти ночлежки перестали существовать. А пока на этом все. Ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!